квадратных метров можно сделать всего за 2 дня, если не красить, как я красила. Да, Тимох? Сегодня будем имитировать что-то вроде античной майолики из гипсовой штукатурки. И этим же способом вы сможете сделать, в принципе, любую плитку, какую только захотите. Ну и как всегда, Катя с вами щедро делится своими косяками и ошибками. Пожалуйста, не повторяйте, если хотите сделать легко, просто и быстро. Сначала я обновила полочку между ванной и стеной, потому что она поросла сильно грибком. Основание этой полочки цементное, сверху она была покрыта гипсовой штукатуркой, собственно, она и проросла грибком, поэтому цемент я не трогала и только счистила верхний слой штукатурки. Потом тщательно обработала антигрибковым средством и затем грунтовкой глубокого проникновения. Затем сверху заштукатурила все шпаклевкой, предназначенной для влажных помещений. Здесь важно у такой полочки делать наклон, чтобы вся вода скатывалась в сторону ванны. Затем как следует зашкурила, от 120 до 240 наждачки, прогрунтовала и приступила к подготовке стен. Сначала я, естественно, подготовила стены. Они были покрыты водоэмульсионной краской и грибком. Оно прилипло там. Всю эту краску уже, конечно же, я содрала. Делала это шлиф-машинкой, но если хотите себя поберечь, то используйте смывку для краски. Плюс не забываем отковырять отваливающуюся штукатурку. Я еще для перестраховки, помимо прочего, простучала хорошенечко стену ножичком, чтобы сделать на ней как больше можно насечек и неровностей для лучшего сцепления со штукатуркой. Приятного в этом мало, но что не сделаешь ради искусства. В тех местах, где я не смогла содрать краску машинкой, так как она не подлезла, насверлила углубление толстым сверлом. Дальше, так как это место помывочное, здесь постоянно будет влага, и тут уже был грибок, я, естественно, обработала стены антигрибковой пропиткой. И только после этого как следует покрыла грунтовкой. Ну и дальше мне предстояло придумать, как сымитировать рельеф плитки. Неровный такой, немного с отсылом в античность. Тщательно изучила референсы в интернете. Ну, в итоге из этого всего мне пригодилась только кельма. Купила на рынке гипсовую штукатурку, которая подходит для влажных помещений. Развела ее по инструкции и дальше кельмой накладывала на стену. Прелесть той майолики, которую я выбрала, в том, что она вся неровная, поэтому не надо стараться наложить штукатурку ровно. Наоборот, чем она не ровнее, тем в итоге будет больше похоже на правду. Хотя здесь вы, конечно, можете делать любые вообще варианты, какие только вам в голову взбредут. В этом я считаю плюс имитации плитки. Наложила штукатурку, затем хаотичными движениями нанесла насечки торцом кельмы. Здесь это чисто полет фантазии, вы можете придумывать любой абсолютно рельеф. После этого влажной губочкой сгладила всю поверхность и дальше подождала, когда штукатурка начнет схватываться, и с помощью уровня разметила саму плитку. Здесь вообще ничего сложного, просто берете и чертите линии каким-то острым предметом. В моем случае это обычный вязальный крючок. У меня разметка со сдвигом, просто потому что мне так захотелось. Нашла в интернете вот такой вариант и решила его повторить. Но если расчертить просто как в тетрадном листе, будет намного проще и быстрее. Если штукатурка подсыхала и ее тяжело становилось корябать, я размягчала эти места с помощью ПВА клея и затем заглаживала эти швы самым обычным полиэтиленовым пакетом. Но это в принципе можно сделать и мягкой кисточкой. Сразу замечу, что по сырой штукатурке делать разметку в разы проще и в разы быстрее. И я потом пожалела о том, что сначала заштукатурила, а потом начала размечать, потому что штукатурка успела высохнуть, и мне пришлось потом это все корябать и размягчать ПВА клеем. А это очень сильно изматывает, во-первых, а во-вторых, увеличивает время работы в разы просто. Здесь вот на видео все так быстро и оптимистично вам может показаться, но покажу вам реальную скорость этого действия после того, как штукатурка засохнет.
Поэтому я бы вам советовала накладывать небольшими участками по полметра, завершать полностью этот участок и только потом продолжать следующий. Так вы сделаете гораздо быстрее. Заодно из этой же штукатурки вылепила небольшой постамент для смесителя, потому что он не прилегал вплотную к стене. Но делать такое лучше из штукатурки, которая позволяет накладывать толстый слой. В моем случае разрешен слой до 10 сантиметров. Сейчас осталось замазать углы. В порядок привести это я сделаю с помощью обычной. Веник упал на лампу, лампа упала на пол, слава богу, все целое. Дальше я аккуратненько с самой обычной недорогой шпатлевкой замазала углы и снова все обработала антигрибковым средством, потому что в штукатурке тоже может жить грибок. Дальше снова это все грунтуем. И приступаем к самой творческой части. Сейчас по-быстрому замажем швы белой краской. Крибли-крабли-бум. Чудеса. Ох, как все быстро в видео и чудесно. На самом деле на замазку этих швов я потратила достаточно много времени. Но вам я бы вообще не стала рекомендовать этот алгоритм действий, потому что он долгий и изнуряющий. Есть все-таки решение сделать эти швы аккуратнее и побыстрее. В конце с вами поделюсь этим. Ну а я, конечно же, пошла по сложному и долгому пути, приступила к долгим творческим мукам по покраске. Здесь я тоже, скажу вам, супер заморочилась. Мне захотелось разноцветную плитку. Мало того, чтобы каждая плиточка еще была градиентно окрашена. Катя, как всегда, в своем амплуа. Конечно, в видео все позитивненько, но я, если честно, не помню, сколько раз перекрашивала эти клеточки. В какой-то момент поняла, что у меня просто от них рябит уже в глазах. И так мне казалось не так. И эдак тоже не так. Ну, в общем, как я уже даже запуталась, как я хочу. В итоге я поняла, что соединить несколько разных цветов в одну композицию, так, чтобы глазу действительно было приятно, это точно не для такого профана, как я. Поэтому в итоге психанула и просто закрасила плиточки разными оттенками бирюзового цвета. Ну, теперь всю вот эту гамму мне осталось собрать в одну мелодию. Я уже развела вот здесь вот бирюзовый цвет, это прям водичка-водичка. Здесь серый добавила белого, чтобы посветлее был. Тоже прям такая водичка-водичка. То есть это как бы лессировка называется по-научному. И сейчас буду покрывать, вот у меня есть зеленые вот такие клетки, они слишком зеленые. Ну, как-то выбиваются, вот, чтобы стали друг другу поближе. Покрою сверху вот этой бирюзовой водичкой. И также вот этот, он у меня слишком бледный, такой мятный получился. Вот тоже, чтобы они как бы между собой начали гармонировать. Вот я его тоже покрою этой бирюзовой водичкой, чтобы у него появился бирюзовый оттенок. Я уже попробовала вот на этой части стены, вот, и мне здесь уже больше нравится. Так, ну что, закончила. Вот сейчас мне нравится больше, может быть, это не сильно заметно, но все-таки вот эти бирюзовые стали меньше кричать и выделяться. Зеленые стали не такими зелеными, приобрели больше бирюзовый оттенок, и вот эти вот белые стали не такими белыми. Ну, в общем, я решила на этом остановиться, потому что, мне кажется, это бесконечно можно подправлять, исправлять, переделывать, хватит уже. Вот, тем более месяц или 2 уже в ванне не мылась. Шучу, конечно. На самом деле только месяц всего. Да, и вспомнила, что забыла вам сказать, что как раз-таки вот эта вот серо-белая водичка, ей я и покрывала бирюзовые, ярко-бирюзовые пятна, чтобы они приобрели такую небольшую белесость и стали побледнее. Стоило ли так заморачиваться, вы уж сами делаете выводы. Ну а я в следующий раз покрашу все просто в однотонный цвет. Поделюсь с вами своими экспериментами с этим градиентным разукрашиванием. Возможно, вам они пригодятся где-то еще. Красила все-таки вот такой кисточкой обычной синтетической. Валиком оттенок ложится более ровно. Кисточкой, вот видите, такие как бы разводы градиентные получаются. Эти разводы только потому, что я использовала пигменты для
эпоксидных смол. Добиться легко, просто вот красить кисточкой и все, и краска так ложится. И вот такие сейчас буду делать градиентные клеточки разных оттенков. Развела я сразу два оттенка, которые буду между собой мешать прямо на клеточке. Работаю одной и той же кисточкой. То есть вот я сейчас беру цвет, который посветлее, начинаю накладывать. Можно, в принципе, это делать как-то хаотично. Тут же макаю эту же кисточку в этот более темный оттенок. И вот тут они, видите, уже начинают смешиваться. Вот так. Ну и здесь, ну как бы смотрю, чисто визуально контролирую, какого цвета мне побольше хочется добавить. Краска застывает достаточно быстро, акриловая, поэтому здесь работать с такими достаточно быстрыми движениями надо. Красила я, кстати, в итоге не кисточкой, а взяла вот такие поролоновые губки. Очень удобно стало и намного быстрее. Брала губку, макала в баночку, вот так вот об край отжимала, к плитке припечатывала прям. Вот это я добавляла какой-то цвет уже к покрашенной плитке, которую красила вот этой основной. Швы, естественно, все запачкала, пришлось их рисовать заново, а процесс этот оказался чрезвычайно долгим и нудным. Терпение, дайте мне, силы небесные. Напишите мне ваши комментарии, пожалуйста, в поддержку. Мне сейчас предстоит долгий, нудный процесс великого творчества. Ля-ля-ля, закончила. Все. Пора спать. Фу, черт, желудочек пробовал. Конечно, дышки. Не, слушайте, это, конечно, трэш. Если я еще буду делать такую плитку, я бы сначала ее покрасила эпоксидкой, а потом бы воспользовалась просто плиточной затиркой. Потому что второй день вот это все рисовать... Нет. Точно нет. И сейчас буду наждачной бумагой, причем у меня 120-я, но она стертая уже, то есть это важный момент. Я сейчас буду проходить по каждой плитке, появляется такая зернистость на ней, более так натурально она уже смотрится, мне нравится. И вот руками трогаете, прям она гладкая. То есть вот это вот шершавая, по которой я не прошла. Можно просто взять тысячную, но тысячный придется менять. То есть вот у меня площадь 5 квадратов примерно. И на такую площадь тысячных понадобится очень много. А я вот этой всей прям, мне всей хватит на всю поверхность. Закончила, смотрите, вот даже блеск такой появился на плитках. Уже даже не терпится покрыть это все эпоксидкой. После этой процедуры обязательно тщательно смойте пыль со стены, иначе она смешается с эпоксидкой, а эпоксидка будет обязательно немного стекать по стене. И если вы использовали белый цвет, на нем обязательно образуются разноцветные подтеки. У меня они стали хорошо заметны на швах, и приходилось долго и нудно растушевывать кисточкой всю эту грязь. Вот эту стену я тоже уже покрасила, покажу в другом видео. Если оно уже вышло, я оставлю вам ссылку, буду показывать вот на этом сегменте, как красила и как делала саму фактуру. Между прочим, очень легко она делается. И в том же видео покажу, как делала вот эту стену.
Это тоже штукатурка. В качестве финишного покрытия я выбрала эпоксидную смолу. Видела этот способ у многих блогеров, и она достаточно долго, многие года буквально служит. Штукатурка с ней не отваливается, ее легко потом мыть. Но хочу также протестировать еще одно покрытие. Это специальный лак для парковочных стоянок. Говорят, он настолько супер прочный, что его даже невозможно покорябать. В общем, протестирую на полу в этой же ванной. Присоединяйтесь к моему каналу, я обязательно с вами этим опытом поделюсь. Ну а здесь показываю, как я покрывала плиточку эпоксидной смолой. У меня такая смола эпоксидная, я ничего пока сказать про нее не могу. Я как-то делала фартук на кухне у родителей, там была другая эпоксидка, она мне в принципе понравилась. Если хотите, посмотрите видео, ссылочку оставлю здесь под этим видео. Я консультировалась, когда покупала, сказали, вот для стен ванной подойдет. Ну, здесь я не буду показывать, буду разводить все по инструкции, там, сразу готовлю бумажку туалетную, потому что ей удобнее всего вытирать, если где-то что-то капнуло, испачкала. Вот сейчас просто в баночку обычную разведу, я здесь уже разводила эпоксидку. Перед этим. Ну так, тряпочку на всякий случай. И кисточки прям сразу надо мыть. Вот использовала, все, закончила работу кисточкой, чтобы ее потом не выкидывать. Просто вот у меня такой растворитель самый обычный. Вот, в баночку налью, буду, я обычно полоскаю там кисточки и сразу туалетной бумагой прям вытираю. Буду взвешивать на весах, у меня такие весы небольшие, до 50 грамм. В итоге красила все кисточкой, в респираторе, естественно, потому что помещение замкнутое. Наверху уже кусок закрасила. Под эпоксидкой краска насыщеннее становится. Все-таки ложится толстым слоем. Вот этот последний ряд. Прям потолще дала слой. Вот видите, можно даже увидеть, вот это меньше блестит, это больше блестит. И визуально они больше похожи на вот именно покрытые глазурью. Ой, тяжело говорить о респираторе. Покажу вам через полчаса. Сейчас как раз пойду подышать свежим воздухом. Так, ну давайте посмотрим через полчаса. Ну нет, все отлично. Ничего тут не потекло. Вот такая я красивая после респиратора. Никто почему-то об этом не говорит, но работать вообще в нем, конечно, неудобно. Все. Запах, конечно, пора валить отсюда. По вопросу о вредности эпоксидной смолы, да, она вредная, пока не застыла. Но как только все химические процессы по отверждению в ней закончатся, запах полностью уходит, и эпоксидка становится полностью безопасной, даже для детей и животных. Поэтому работать в ней нужно только с защитой в проветриваемых или вентилируемых помещениях. Так вот вам несколько пунктов, как сделать эту плитку быстро, красиво и без заморочек. Первое. Кладите штукатурку небольшими порциями, где-то примерно по полквадратных метра. И сразу расчерчивайте на ней плитку. Если вы хотите сделать прям быстро, буквально за пару дней, то красьте плитку в однотонный цвет, а швы закройте затиркой уже после того, как покрыли плиточку лаком или эпоксидной смолой. Если все-таки хочется сэкономить на затирке, то предварительно закрасив швы, плитку рисуйте максимально аккуратно кисточкой, не поролоном и не валиком. Это будет намного быстрее, чем потом прорисовывать снова аккуратные швы, поверьте моему опыту. Осталось только заделать вот эти вот швы. Здесь тоже, соответственно. Приготовила вот такой вот силикон, пистолет. Мужики на рынке вот посоветовали, сказали хороший. Ну, не знаю, проверим, можно ли доверять этим мужикам. Уже сейчас сижу, собираюсь с мыслями. Вот обезьяну из силикона слепить вообще легко. А вот это вот, блин, страшно. Ну, короче, сейчас буду пробовать, я не знаю, что получится из этого. На самом деле про обезьяну из силикона это не шутка. В прошлом я мастер игрушки. Когда-то разработала свой уникальный способ лепки из силикона. Не отливки, а именно лепки. Этим же способом я делала и ручку для тумбочки, обновление которой показывала в одном из своих видео. Если у кого-то из вас есть желание освоить эту технику, правда, тренироваться придется на кошках, я оставлю ссылочку под видео.
Ну что, первая моя попытка полная фиаско. Бумажка точно пригодится. 100%. Рулон побольше сразу готовьте. Ну что, полчаса судорожно очищала еще не застывший силикон от рамы и стены. Ничего у меня не получилось. Сейчас буду делать второй заход. Как это делать, я вам здесь вообще не учитель и не советчик, потому что делала это впервые в своей жизни. Опыта у меня работы с силиконом в таком ракурсе нет вообще. Сначала я наклеила малярную ленту туда, где герметик не должен быть, ну и чтобы получить ровный край. Затем выдавливала его в щель небольшими порциями, сантиметров по 30 в длину, и разравнивала как могла с шпательком. Но оказалось, что лучше пальца инструмента в этом деле для меня просто нет. В итоге, благополучно разровняв все пальцем, вымазанным в вазелине, я таки справилась с этой задачей. Ну, в общем, силикончик во мне умер. Я поняла, что из силикона мне только обезьян делать. Ну, главное, чтобы вода не попала. Как-то вроде замазала. Ну, будем надеяться, что не отвалится. Уважаемые мастера, вот те, которые в ваннах силиконят вот это все, низкий вам поклон.